Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 12 по 18 августа. Давайте узнаем, что для рыб и рыбок подскажут карты. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Есть на нем и гороскопы до конца 2024 года, именно планетарные гороскопы. Есть гороскоп на август. Есть разные статьи с планетарными транзитами, которые будут продолжаться не только в этом году, но и в следующем. Это у нас могут быть транзит Лилит или черной луны в весах, что это означает. Или середина 2025 года у нас пробудет Юпитер в Близнецах. Что это тоже может означать? Хирон в Овне, там еще с заходом на 27 год. Перейдите, прочитайте, выберите то, что вам интересно. Жизнь не бывает полностью предсказуема, никогда не знаем, откуда придут подсказки. Ну, или статьи на тему психологии тоже есть. Итак, если мы заявили ваше ближайшее будущее, так вот, что же вам важно знать? Или какой сферы жизни вы будете уделять больше внимания на этой неделе? Чего не избежать? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать как энергии? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег, личная жизнь. И давайте достанем карту «Совет». Что же важно, мои дорогие? Ох, это может, конечно, королева жезлов означать конкретного человека, рожденного под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. Или имеющий асцендент. Может быть, кто-то из вас имеет асцендент, и тогда это будет какая-то идея X, которую вы задумаете и будете просчитывать, осуществлю или нет. А чтобы осуществить, что нужно сделать, и никому не будете об этом говорить. Или вы столкнетесь с подобным человеком в этих энергиях, который сам по себе, как магнит, с ним хочется дружить, он вам нравится, или вы его любите. Но вот этот черный кот на коленях у королевы – это символ, прообраз того, что она умеет хранить тайны, как и свои, так и чужие. И она никогда не предвосхищает то, что она намеревается делать. Она больше где-то скрытна. И она правильно умеет распоряжаться деньгами. И она также правильно умеет работать с информацией. Поэтому это сильная достаточно позиция сильного человека, которого жизнь не расставила на колени, но она каждый раз поднималась. Но тут ведь у каждого своя какая-то будет концепция. Отчасти это вам предлагают быть в этих энергиях, мои дорогие. Если вы за собой ничего подобного не замечали, значит, вам придется где-то быть притягательным, магнетически таким приятным человеком, чтобы как будто вам необходимо обладать большим объемом информации. Как известно, кто владеет информацией, владеет миром. Может быть, вам эта информация, вам ее предстоит только добыть, обратить как-то себе на пользу, что-то проанализировать и не предвосхищать, никому ничего не рассказывать. И как-то грамотно распорядиться с деньгами. Вот может быть и так, мои дорогие. У каждого по-своему переложите на свои реалии. Что же в неожиданностях? Восьмерка кубков. Есть такой момент, когда вы можете уйти. Или к вам кто-то может приехать. Сам по себе как выход из создавшейся ситуации. Мы ищем выход, мы его находим в неожиданностях. По этой карте вы можете уйти откуда-то и по-английски. Или внезапно к вам приедет человек. Или как бы приходит кто-то. Какой-то, ну хотя больше тут все же такая, знаете, стратегия по сольному варианту. Когда мы немного сами по себе в неожиданностях. Ну, кто знает, может быть, это вы примете, кстати, в контексте всего того, что я уже сказала. Но есть еще и по восьмерке кубков, когда вот как будто жизнь нам не оставляет ничего другого. И правда, либо важный какой-то выбор вы можете делать, или вы можете искать
на кого я могу опереться. Опять же, исходя из того, что вы на последующий период будете планировать. И будете тогда искать эту поддержку. Или назовите это новыми возможностями. Совсем не в том месте, где вы бы искали прежде. Вот здесь все в каком-то новом ключе. Если сделать, то все по-другому. Если у кого-то и буквально выйти из отношений, значит, сделать это тоже как-то элегантно, красиво. Вам не захочется, самое главное, себе навредить. Вот есть какая-то реальность. Вы можете также понимать на этой неделе, что меня обманывают. Все же эти две карты я могу трактовать так тоже. И для кого-то вы можете узнать новость какую-то и понимать, что до этого времени я действовала или действовала совершенно не так, потому что вы с кем-то делились. А теперь вы понимаете, что да, я, если буду делиться, я себя как обесточу. Я как открытая книга. А человек мне ничего не говорит, ничего не обещает. Я в чем-то участвую, а потом я один на один остаюсь в какой-то ситуации. И тогда вам захочется из этого выйти. Давайте узнаем, чему сейчас не время. Ну вот пока не время, как будто забирать свое. И у кого-то по-английски будет уход, у кого-то, мои дорогие, может быть, это уход человека от вас. Вот такое тоже могу предположить. Когда кто-то уходит, хлопнув дверью, или вы можете уйти, хлопнув дверью, ведь нам не показывают, но, возможно, какой-то разговор сложный. А нам тогда карта говорит семерка мечей. Может быть, не время, вообще это карта хитрости, обмана, но она в позиции, чему сейчас не время. Видимо, есть какие-то ситуации, когда не имеет смысла манипулировать. Хочется расставить все по местам. Но в контексте вот именно эта карта имеет значение время забрать свое. И именно в этой колоде. Обратите внимание. 5 мечей забирает наш герой, 2 оставляет. Как будто говорит, свое я не отдам, чужое мне не нужно. Но, может быть, не на этой неделе у кого-то, может быть, я могу допустить какое-то событие или достаточно острая ситуация, когда жизнь не оставляет выбора, как вот принять какую-то реальность и самому или самой себе сказать, что хорошо, даже если я в чем-то теряю, но я в этом ставлю точку. Вот у кого-то может быть и так. Как решение, я ухожу налегке. Чему сейчас не время вестись на чьи-то уловки. И если вы сталкиваетесь с человеком конкретно, который вас уже где-то подвел, или не был с вами откровенен, или из-за вашей доверчивости вы уже попадали в просак, именно с конкретным персонажем, или в какой-то похожей ситуации, не время это повторить. И время держать руку на пульсе. Ведь это карта вора. Что-то ведь тут не пропустить для вас тоже будет очень важно. Давайте посмотрим, что же будет помогать. Ну, как минимум, один человек есть в вашей жизни, который вас любит, мои дорогие. Карта искреннего любящего человека, который где-то свободен от меркантильности. Вот эти двое детей в этой колоде карт, цвета имеют значение. Обратите внимание, белые волосы у детей. Только в детстве мы свободны от каких-то математических сложных подсчетов, от того, когда мы в более зрелом возрасте уже начинаем сначала думать, выгодно, невыгодно, а потом какие-то другие ценности будем рассматривать. А вот в детстве мы как раз искренне открыты душой. Вот есть такой человек, которому вы можете, может быть, буквально поплакаться в жилетку, какой-то вопрос обсудить. Здесь ведь у каждого какая-то своя будет ситуация жизненная, и тогда вам придет человек на помощь и откликнется. У кого-то из вас это может означать как друг, подруга, или те отношения, которые, может быть, прежде стали на паузу, или вы друг друга не видели, не слышали долгое время, и здесь вам человек каким-то образом объявится, может быть, что-то предложит, но хотя не совсем об этом карта. Карта ностальгия. Вы можете, в принципе, проводить какой-то баланс, словно подсчитывать, опять же, с учетом королевы жезлов. Мои приложенные усилия прежде и отклик, как откликнулся конкретный человек.
как я поступил и как поступили по отношению ко мне. Вот какие-то параллели, они вам тоже будут помогать, потому что вы воспроизводите реальность для того, чтобы не ошибиться. Чему сейчас не время. Не время вестись на уловки, не время ошибаться. Да, не время хитрить, но и поддаваться заново на какой-то шаблон, который заведомо не приведет ни к чему хорошему. И по карте есть такое значение. Кстати, и слова Эйнштейна. Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень. Вот и об этом где-то тоже нам говорит карта. Поэтому для вас, может быть, сделать что-то не совсем традиционно для вас. Или как-то по-новому. По-новому, может быть, рассмотреть и организовать свою жизнь. И для кого-то так тоже может проиграться. У вас переоценка ценностей, словом, идет, мои дорогие рыбы и рыбки. И, понятно, у каждого это будет проходить как-то по-своему. Что скрыто? Возможности. Какие-то возможности по деньгам по этой карте могут нам еще также говорить. Туз пентаклей. Какой-то важный документ, может быть, финансовый, вы составили или вам нужно составить. Может быть, вам нужно и взаимодействовать с конкретным человеком из-за этого документа. Но это как, знаете, зерно, которое семя мы садим в землю. И далее это будут прекрасные наши победы, как росток будущих побед, свершений. В последующем прекрасные всходы, плоды, что-то принесет, как ваше новое начинание. Может быть, это как известие или предложение для вас, мои дорогие. По этой карте может прийти, кстати, новость, которая иногда это проигрывается, которая нас может немножко так ставить в тупик. Или мы не знаем, как поступить. Проходит время, и мы понимаем, зачем это было нужно. Здесь у каждого по-своему. Для кого-то из вас это просто поступление денег в последующем, потому что сейчас еще скрыто. Какая-то помощь, может быть, вам. И так вполне вероятно, с учетом тем более шестерки кубков. Дела, работа, бизнес, колесница. У вас жизнь действительно меняется. Колесница – это карта перехода между прошлым и будущим. У кого-то это может быть банально даже, но хотя это старший аркан, но все же вопросы, связанные с вашим авто. Может быть, вы пойдете изучать, сдавать экзамен, чтобы обрести эти права. Для кого-то купля-продажа машины, может быть, смена. Но для кого-то все же это больше важные вехи в вашей жизни. Когда мы не оглядываемся уже назад, и карта говорит: не смотри назад, твоя задача смотреть только вперед. Тебе еще на пути придется много каких-то нюансов, с ними встретиться, согласовывать, договариваться. Поэтому, с одной стороны, будь реалистом, не подвергни себя риску, но и не возвращайся назад, к тому состоянию, которое ты был прежде. Не основывайся на своих действиях, как ты действовал прежде, или не надейся отчасти на некоторых людей, которых ты надеялся прежде, особенно если тебя уже подводили. Вот есть такой тонкий нюанс. Ваша задача быть максимально реалистом и встречать все новое, что приходит на ваш порог. Потому что ведь эта карта колесница иногда означает последующий успех, удачу, наши будущие победы. Особенно с тузом пентаклей, который в позиции скрыто. И я где-то об этом уже сказала. Финансы. Эта неделя пентаклей пятерка, увы, не о поступлении денег, но я тогда могу сказать, с шестеркой кубков вам кто-то помогает, поэтому деньги будут. Может быть, в последующем вот нужно пройти через какой-то сложный период, когда отстроить свою жизнь в новом контексте с теми финансами, которые вы получаете, или при взаимодействии с теми людьми, с которым вам сейчас, ну, как бы взаимодействовать необходимо. И тогда мы не должны, с одной стороны, себя ввергнуть в какой-то минус. Кстати, карта предусматривает, что если у нас есть человек, вот как здесь на заднем плане карты показан богатый дом, который буквально светится огнями, переливается, а двое проходят мимо, они даже туда не смотрят.
либо они думают, что их не примут, им не помогут. Так вот, вы не должны так думать. Надо использовать все возможности. Это где-то карта подразумевает. Поэтому если по финансам какая-то заминка есть, мои дорогие рыбы и рыбки, есть и тот, кто вам помогает, кто вас поддерживает. Но для вас правильное общение какое-то. Ведь тут недостаток, холодность взаимопонимания. И поэтому, если вы видите, с кем-то взаимопонимание невозможно построить, ну, тогда будьте дипломатами, но уже не надейтесь. Есть, видимо, между вашим взаимодействием, хитрить вот точно не нужно, но вам это не поможет. А может быть, для кого-то из вас с вашим партнером откровенные глубокие разговоры провести по части финансов, по части последующих каких-то событий или трат, и проговорить это искренне, откровенно, и это тоже тогда будет для вас иметь положительное значение. Переход мы никуда не денем. В последующем ведь будут какие-то еще события. Нам об этом уже где-то предвосхищает карта. Ты будь готов к тому, что в любой момент может еще что-то поменяться. И поэтому важно знать, что у вас на данный период времени происходит, чтобы больше контролировать эту ситуацию. Личная жизнь, праздник, ну, может быть, в вашей семье, в вашей паре, какой-то праздник, вашей... ну, то, что может быть как ваш проект творческий, вы хотели осуществить. Тоже такое в бизнесе, говорят, не бывает выходных, но случаются праздники, поэтому личная жизнь не только про любовь, это может быть именно какой-то, ну, успешный период, который вы завершаете, может быть, по одному проекту и будете приступать к чему-то другому. У кого-то и так может проиграться. Или как расширение бизнеса, или что-то вот, ну, есть радостное, хорошее. Вообще, в принципе, нам говорят о хорошем настроении. И здесь на личную жизнь, понятно, будет как-то у каждого по-своему. Вы сумеете обойти все острые углы. Помните, вы, наверное, на этом этапе для себя должны что-то очень, знаете, основополагающее решить. Не согласиться на какую-то двойственную ситуацию, но и при этом, ну, где-то не пытаться манипулировать. Вот эта вот семерка мечей в позиции «чему сейчас не время», она очень двояка. С одной стороны, не пытаться вам кем-то манипулировать, потому что скорее человек будет видеть как будто вас насквозь, вот понимаете, и тогда вы так репутацию свою можете подмочить. Но с другой стороны, самому-то все равно быть прозорливым, внимательным, не быть открытой книгой, чтобы буквально было понятно, что вы собираетесь делать, или не докладывать там в мелочах. Все-таки скрытности немного не помешает. Нам об этом первая карта говорит. Но вот этот тонкий нюанс между где-то, когда мы уходим или от вопроса, или начинаем так вот жестко манипулировать, и когда просто о себе много не распространяемся. Как его применить в жизни, решать только вам. Давайте совет. Это карта того, чего нет. Восьмерка мечей. Девушка, это она так чувствует. Вокруг мрак, холод. Мне одиноко, мне тревожно. Я чувствую себя в замкнутом пространстве. Весь мир словно против меня. Я нахожусь в какой-то мгле, мраке, и я не вижу дальнейших возможностей для действия. Вот карта говорит, открой глаза. Вот конкретно так. И это дополняет все то, что я сказала, быть реалистом, действительно, момент перехода. Знаете, если вы будете в себе сомневаться или если вы будете действовать как когда-то раньше, ничего хорошего не будет. Вот эти два направления, они не могут быть продолжены. Вам действительно, с учетом аркана Колесница, нужно отстроить совершенно новую концепцию своей личной, собственной жизни. Я имею в виду не именно любовную историю, а именно вашу личность. Действовать как-то совершенно по-другому. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.